Всем доброго утра, поскольку уже утро. И вот еще одна ночь подошла к своему завершению, то есть к утру. Я всю ночь работала и к утру решила все-таки подарить один интересный ритуал. Снег хлопьями падает, лес, зима. Сказочная такая сцена. Я учила вас очень многому. Я учила вас тому, что мы в этом мире не одни, что есть силы, духи, что есть боги. И наличие богов, и множество богов, и множество других сил признают даже религии, которые не любят признавать такие вещи, вообще не любят древность, не любят язычество. Но им приходится даже это признавать, потому как это существует. Я говорила вам, что у духов есть язык, на котором они общаются. Этих языков много миллионов. Они могут прийти во сне, они могут прийти в состояние измененного сознания. Эти заговоры спасают людям жизнь порой, хотя непонятно, что там сказано. Есть духи темные, есть духи злые. Все духи темные. Но мы условно их делим на светлые, темные, злые. Светлые, наверное, это больше относится к природным духам, которые нейтральны. Они и добрые, и злые, смотря как ты отнесешься к ним и смотря как они тебе ответят. К темным духам относятся духи более высших сфер. Хотя многие говорят о высших силах, как о светлых силах. Это смешно. Темные от слова тьма, множество или тайна. То, что дано не всем. Не всем дано постигать эти тайны. Так вот, есть язык духов, просто духов мироздания. К какой сфере они относятся, это не столь важно. Главное, о чем эти заговоры и заклинания. Есть язык темных духов. Язык темных духов произносится шепотом. Я бы сказала, даже где-то шипение, шуршание. Вот шептуньи, когда нашептывают, убирают порчу из человека или наоборот нашептывают неудачи человеку, желая ему в спину. Шептуньи как раз пользуются языком темных духов. И говорят они, и шепчут они на тех частотах, на которых слышно именно темным духом. Дело в том, что духи не глухие и не слепые, они слышат и видят любой крик, любой голос. Но для того, чтобы они реагировали, у каждого из них есть определенная частота голоса, звука, на который они реагируют. И в этом случае они реагируют на шипение, на шепот. Это язык в основном темных духов. Есть духи, которые ассоциируются с животным миром. Это эгрегоры животного мира. То есть, когда мы работаем с черепами животных, мы присоединяемся к эгрегору данного зверя или животного. Шкура зверей, кожа
зверей и, значит, змей, например, да? Змеиный выползок. Призывая эти силы, а их великое множество, тьма тьмучая, огромное множество, триллионы. Именно поэтому магия неисчерпаемая наука, потому как этих сил, этих духов настолько много. И из каждой сферы, из каждого, скажем так, из каждого этого слоя и разделения по иерархиям духов можно получить определенную информацию. Их настолько много, что это просто неисчерпаемый источник. Так вот, сейчас мы с вами призовем дух кобры, силу змей, змеиную силу, для того, чтобы победить врага. Нужно зажечь свечу, представить лицо врага. Это делается с 00 ночи до 03, когда космос свободен, когда никто не мешает, и тем более, когда враг спит. Вы внушаете ему страх. Человек, который все время мешал вам жить, в следующий день вы с удивлением заметите, с удивлением для себя, что он вас избегает. У него некий страх перед вами. Он перестанет вас преследовать, он перестанет вас доставать. И таким образом вы получите над ним власть. Призывая языком темных духов силу змеи, парализуя волю врага. Я думаю, я об этом явлении, вообще обо всем, как мы действуем, как мы начитываем, какие духи приходят на призыв. Я столько рассказывала, что по новой одно и то же говорить, мне кажется, нет смысла. Но я вам подарю этот заговор, и когда вам будет надоедать кто-либо, когда вас будут доставать, и особенно зачинщик этой травли против вас, проведите ритуал матери кобры или царицы кобры, и вы увидите, как этот человек опозорится. Вы увидите, что на него самого начнется травля, что они перегрызутся между собой, что будет уже не до тебя, что все его доводы, все его разговоры, рассказы о тебе не будут иметь совершенно никакого эффекта. Потому что вы призовете эгрегор змеи. Но не просто змеи, вы не змею призываете земную, вы призываете из духовного мира сущность, змеиную сущность, силу змей, которая соединяется в духе, понимаете, в этом духе одном сущности и приходит к вам на помощь. Итак, это змеиная шкура черной кобры. Символ змеи. Здесь нужен ли символ змеи? Можно, конечно, но не обязательно. Фотография не нужна. Если вам нужно концентрировать внимание и представить его лицо, то посмотрите на фотографии некоторое время, а потом концентрируйте его лицо над свечой. Свеча должна быть черная и восковая. Очень подходящая погода началась. Такой снежный буран, буря. И поэтому я сниму на фоне вот этой таинственной красоты. Оно как нельзя кстати и подходит к тому, что я хочу вам подарить. Парализовать волю врага. Дух царицы кобры на языке темных духов. Призовите ее каждый раз, когда ваш враг вас достает. Когда у него провалятся дела, и вы заметите, что вы победили, отнесите ей красное вино полусладкое и столько монет, сколько вам лет, и оставьте возле любого дерева. И говорите: духу матери кобры оставляю свой откуп и благодарность. В следующий раз попросите, и она опять придет к вам на подмогу. Итак,
Я надену шершавую шаль и пошуршу в пещерах тайных. Я мать всех змей, царица ночи. Бойся меня, не смотри мне в очи, заколдую. Тише, тише, не подходи, враг мой, ближе. Тьма и погибель в моих глазах. Я разбужу твой первобытный страх. Ползучие гады, шипящая армия ко мне, ко мне, ко мне. Преследуйте его и наяву, и во сне. Я надену шершавую шаль и пошуршу в пещерах тайных. Я мать кобра, царица всех змей. Не подходи ко мне, не смей. Шами, шари, ашам, эра, яшам. Бойся меня, оцепеней, подчинись мне. Враг мой окружит тебя, моя змеиная рать, и станет жалить, и станет жрать, и воле моей тебя подчинять. Я царица кобра, я змеиная мать. Мое хотение, мое речение, моя сила и царствие истинно заклято. Здесь приводится и язык духов, шуршание, шепот. Представляйте глаза вашего врага. Представляйте его лицо над свечой. И, глядя ему в переносицу, в третий глаз, откуда и внушается, вы читаете заговор. Читайте 6 раз. После этого вы почувствуете себя уставшим. Но что будет твориться в жизни врага, вы сами увидите. Я надену шершавую шаль, я пошуршу в пещерах тайных. Я мать всех змей, царица ночи. Бойся меня, не смотри мне в очи, заколдую. Тише, тише. Не подходи, враг мой, ближе. Тьма и погибель в моих глазах. Я разбужу твой первобытный страх. Ползучие гады, шипящая армия ко мне, ко мне, ко мне. Преследуйте его и наяву, и во сне. Я надену шершавую шаль и пошуршу в пещерах тайных. Я мать кобра, царица всех змей. Не подходи ко мне, не смей. Шам и шар я шам, эра я шам. Бойся меня, оцепеней, подчинись мне, враг мой. Окружит тебя моя змеиная рать и станет жалить, и станет жрать по воле моей и воле моей тебя подчинять. Я царица кобра, я змеиная мать. Мое хотение, мое речение, моя сила и царствие истинно заклято. Постарайтесь читать шепотом, это я громко говорю, чтобы вы разобрали слова. Как будто шипите. И шипите просто больше, свистом читайте. Это именно на, как я вам уже говорила, на той волне, да, на которой духи слышат. Еще раз. Вот как нужно читать. Сейчас 2 раза прочитала, вы услышали слова. Теперь я прочитаю как надо. Я надену шершавую шаль. Я пошуршу в пещерах тайных. Я мать всех змей, царица ночи. Бойся меня, не смотри мне в очи. Заколдую. Тише, тише. Не подходи, враг мой, ближе. Тьма и погибель в моих глазах. Я разбужу твой первобытный страх. Ползучие гады, шипящая армия. Ко мне, ко мне, ко мне. Преследуйте его и наяву, и во сне. Я надену шершавую шаль и
прошуршу в пещерах тайных. Я мать-кобра, царица всех змей. Не подходи ко мне, не смей. Шами, шария, шам, эра, я шам. Бойся меня, оцепеней. Подчинись мне, враг, окружит тебя моя змеиная рать, и станет жалить, и станет жрать, и воле моей тебя подчинять. Я царица кобра, я змеиная мать, мое хотение, мое речение, моя сила, царствие, истинно заклято. Проведите этот ритуал, и вы увидите, что станет с вашим врагом. Вы сами этому удивитесь. Всем удачи!